Слушай внимательно, дитя мое. Ты не случайно нажала на это сообщение. Что-то священное движется в твоем сердце, кадух, что-то несомненное шевелится в глубине вашего сердца. И прямо сейчас я Бог, и я вступаю в самый центр вашей борьбы. Вы чувствуете тяжесть. Вы чувствуете задержку. Вы чувствуете страх, который шепчет, что ничего не изменится. Но послушай меня, ты стоишь на краю непредвиденный и качественный сдвиг. То, что приближается к вам, несет богатство, избыток и благословение, который формировался молча, словно семя, зарытое в землю, скрытый, но живой. И прежде чем это послание закончится, я открою вам секрет, который имеет силу открыть новую дверь в вашем судьба. Оставайтесь со мной до последнего момента, потому что то, что я высвобождаю в конце, станет ключ к вашему следующему чуду. Ты спрашивал меня, вижу ли я тебя еще? Ты задавался вопросом, вижу ли я тебя еще? Молитва был проигнорирован, даже если небеса затихли. Но я говорю вам сейчас, ничто в вашей жизни не было потрачено впустую. Каждая слеза, каждая тихая ночь, каждый вопрос без ответа – все это часть вашего завета со мной. И в этот самый момент ты ближе, чем думаешь, к урожаю вы так долго этого ждали. То, что вы сейчас услышите, не просто послание, это поворотный момент. Но мне нужно, чтобы вы остались до последнего вздоха этого слова, потому что я готовлю нечто, что обретет смысл только после того, как вы получите последнее наставление. Не отводите взгляд. Не останавливайтесь. Оставайтесь. Прямо сейчас я обращаюсь прямо к хаосу, в котором вы живете. Вы несли бремя счетов, ответственности и страхов, тяжким бременем легшие на ваши плечи. Вы чувствовали себя в ловушке, словно прижимаясь к стене, которая отказывается двигаться. Но послушайте, стена слабеет. Трещины образуются. Давление, которое вы чувствуете, это не конец, это знак того, что дверь вот-вот откроется. И прежде чем это сообщение завершится, я открою точный момент, когда начнется ваше долгожданное освобождение. Но вы должны остаться до конца, потому что откровение без завершения оставляет чудо незаконченной. Это не просто очередной день. Открывается нечто святое. Даже сейчас, пока вы слушаете, происходят перемены там, где вы пока не видите. Ресурсы перенаправляются. Возможности перераспределяются. Люди занимают новые позиции. И причина, по которой вы здесь, это обещать то, что принадлежит тебе, готовится проявиться. Не позволяя отвлечению украсть то, что я влагаю в твои руки. Оставайся со мной в каждом слове, потому что последнее наставление будет ключ, который открывает ваш следующий сезон богатства и избыток. Вы чувствуете напряжение, потому что переступаете порог новогонаследования, и буря, с которой ты сражался, не должна была тебя уничтожить, а лишь сдвинуть. Я готовил тебя незаметно, формируя твой характер, развивая твои способности к вере, совершенствуя свое сердце, даже в те моменты, когда вы думали, что я молчу. Мое молчание не было отказом. Это была стратегия. И эта стратегия будет раскрываться постепенно по мере того, как вы будете читать это сообщение. Но последний фрагмент, тот, который все изменит, ждет вас в конце. Не прекращайте процесс прежде, чем трансформация завершена. Мне нужно, чтобы вы поняли кое-что. Сегодняшний день несет бремя судьбы. Сегодня несет аромат прорыва. Сегодня несет благословение, создано специально для вас. Прежде чем закончить это послание, я покажу вам, почему задержка имела смысл, почему борьба имела смысл и почему чудо прибытия – это нечто большее, чем то, о чем ты просил. Но ты должен остаться, потому что то, что я скажу в последний раз, станет твоим первым шагом в избыток. Я подготовился. Оставайтесь до конца, ваш урожай скрыто в последнем слове.
Ты вынесла больше, чем большинство людей знает. Ты прошла через времена, когда мир требовал от тебя силы, даже когда сердце тихо ломался под давлением. Вы чувствовали укол неполноценности, холодное дыхание финансового страха, острое одиночество от убеждения, что вам придется встречать каждую бурю в одиночку. И все же, вот вы здесь, все еще боретесь, все еще надеетесь, все еще поднимаете взгляд к обещанию, которого пока не видите, но страстно желаете. Вы пришли сюда, потому что что-то в вашем духе осознает, что прожитое – это не конец вашей истории. Вы пришли, потому что почувствовали, эта точка подготовит смену, чудо, движение, которое перепишет ваша судьба. Слишком долго бедность цеплялась за твою жизнь, словно тень. Она лишила тебя покоя, унизила тебя и пыталась заставить тебя замолчать, как Вера. Бывали моменты, когда вы сдерживали слезы, глядя на пустые счета. Вы тратили каждую монету, каждый ресурс, каждую каплю сил, чтобы прожить еще один день. И в глубине души, даже когда другие не знали, вы чувствовали сокрушительную тяжесть веры в то, что, возможно, изобилие предназначено для всех, кроме вас. Но послушай меня сейчас, эти мысли были ложью, порожденной унынием, призванной заставить вас забыть, кто идет рядом с вами. Я, Бог, никогда тебя не покидал. Я никогда не забывал обещать, я поставил тебя на пути. Я наблюдал за каждой жертвой, каждым усилием, каждым отчаянным молитва ты прошептал, когда никто не слушал. И все же бывали дни, когда нищета вокруг вас выходила за рамки физической, а она становилась эмоциональной. Вы чувствовали себя бедными от надежды, от сил, от мотивации. Ваши ночи были полны безмольных вопросов. Когда это закончится? Почему прорыв кажется таким далеким? Сколько еще мне предстоит терпеть эту бурю? Вы задавались вопросом, есть ли у вас урожай были потеряны, если ваш завет были бы сломаны, если бы дверью обеспечения был запечатан от тебя. Но, дитя мое, если бы ты только мог увидеть, что формируется за завесой. Если бы ты только мог увидеть, насколько ты близок к сдвигу. Атаки усилились, потому что ты приближаешься к моменту освобождения. Давление усилилось, потому что благословение вот-вот переполнится. Темнота стала громче, потому что свечи приближения этого события остановить невозможно. Каждая трудность, с которой вы столкнулись, была подготовкой к чему-то большему. Пережитая вами нехватка научила вас ценить богатство, это грядет. Разочарования, которые ты пережил, созрели твое сердце получить то, что когда-то подавляло бы тебя. Ничто из того, что касалось твоей жизни, не было потрачено впустую. Даже неудачи, предательства, провалы, закрытые двери – все это сыграло свою роль в формировании тебя для избыток, это приближается. И я говорю вам это со всей властью небес, бедность не будет вашей идентичностью. Нехватка не будет вашим будущим. Цикл прерывается здесь. Прямо сейчас, когда вы слышите мой голос в этом послании, я приоткрываю завесу над корнями страданий, которые вы несли с собой. Некоторые из этих корней были посажены прошлыми травмами. Некоторые наследственными моделями поведения. Некоторые решениями, принятыми в моменты страха и смятения. А некоторые бурями, которые я допустил, чтобы подготовить вас к чуду. Ты никогда бы не поверил, что это возможно. Ты сражался в битвах, которые не должны были тебя уничтожить. Они должны были доказать, что ты все еще мойка выбранное судно, все еще под моим завет, все еще предназначенные для божественного наследования. Но бедность – это не просто состояние. Это атмосфера, которая душит мечты. Она убеждает вас, что ваше будущее будет похоже на прошлое. Она лишает вас вдохновения, смелости, надежды. Вы хорошо знакомы с этой атмосферой. Вы жили в ней, дышали ею, выживали в ней.
Вы испытывали разочарование от желания подняться, но чувствовали себя связанными обстоятельствами, которые вам не подвластны. Вы переживали моменты, когда стыд пытался опуститься на ваши плечи, нашептывая, что вы в чем-то менее достойны, чем те, кого, кажется, не коснулась борьба. Но подними голову, дитя мое, ибо я тот, кто возвращает тебе достоинство. Я тот, кто вдыхает жизнь в место, где умерла надежда. Я тот, кто призывает изобилие из пустоты и богатство из пустыни. И мне нужно, чтобы ты ясно услышал меня. То, что ты претерпел, это не отражение моей любви к тебе, а подготовка к чудо-это уже в пути. Прямо сейчас внутри вас происходит перемена. Когда вы слышите эти слова, что-то дремлющее пробуждается. Искра. Воспоминание. Призыв. Осознание того, что вы не были созданы для жизни под бременем несостоятельности. Вы были созданы для переполнения, для избыток, для благословения, для наследования ты был создан, чтобы нести свет, а не нужду. И даже сейчас мое присутствие пробуждает атмосферу вокруг тебя, ослабляя цепи, которые слишком долго сковывали твою жизнь. Я хочу, чтобы вы осознали всю серьезность этого момента. Вы смотрите это не случайно. Вас привели сюда, потому что секрет в этом послании спрятано то, что откроет вам следующий сезон. Позже я открою вам кое-что, что послужит ключ к вашему следующему дверь возможностей. Но ты должен остаться до последних слов. Ты не должен отворачиваться. Ибо откровение в конце закрепит все, что я готовлюсь выпустить в твою жизнь. Прежде чем мы продолжим, я хочу попросить вас о чем-то простом, но важном. Если это сообщение уже затронуло вас в сердце, если вы чувствуете что-то волнующее, если вы чувствуете, что вас увидели, поняли или пробудили, я хочу, чтобы вы поставили лайк этому видео. Это не ради алгоритма, а ради вера, пророческий жест, который говорит: «Я принимаю то, что Бог готовит для меня». Каждое действие, которое вы совершаете, становится семенем в духовном мире. И сегодня твой скромный поступок отзовется эхом перед моим престолом, как знак твоего согласия с высвобождаемым благословением. Теперь дыши. Остаться со мной. Мы только начинаем разрушать цепи, которыми бедность опутала твою жизнь. Следующее откровение пронзит тебя еще глубже, приближая к преображению, которое ждало тебя в тишине. Остаться, дитя мое, твой урожай уже близко. Дитя мое, прежде чем я покажу тебе следующий шаг, я должен привести тебя к честности суровой, болезненной, необходимой честности. Ведь преображение начинается там, где истине наконец позволено дышать. И поэтому я спрашиваю тебя сейчас с тяжестью вечности в моем голосе: как долго ты притворялся, что все хорошо? Как долго ты носишь раны в своих сердце, которые никто не видит? Сколько раз вы входили в комнату с улыбкой, в то время как ваша душа молила о чудо? Сколько ночей ты лежал в постели, глядя в потолок, и спрашивал меня, почему бури никогда не заканчиваются? Ты был силен так долго, что мир забыл, что ты человек. Силен ради своей семьи, силен ради своих обязанностей, силен даже тогда, когда казалось, что твой дух сдается под давлением. Но ответь мне сейчас, сколько раз ты доходил до предела молча, потому что верил, что никто тебя не поймет? Как часто ты скрывал свою боль, боясь осуждения за свою борьбу? Ты ходил с ранами, которые не должны были зажить, но ты держал их в себе, убежденный, что твои страдания – часть твоей судьбы. Скажи мне, дитя мое, сколько мечтаний ты похоронил, потому что бедность убедила тебя в их несбыточности? Сколько возможностей ускользнуло сквозь пальцы, потому что страх нашептывал, что ты недостоин? Как часто ты наблюдал, как другие поднимаются, в то время как ты стоял, застыв в вере, что изобилие – это язык, на котором тебя никогда не учили говорить?
Ты молился, да, но где-то по пути враг заставил тебя поверить, что мой благословение был отложен, потому что ты был недостоин. Но послушай меня, ты никогда не был недостоин. Ты был избран. Ты был отмечен. Ты был запечатлен под божественным завет, который никакая борьба не сможет стереть. Загляните в себя. Сколько раз вы смотрели на свой пустой банковский счет и чувствовали, как ваша душа тонет, словно неудача стала вашей сущностью? Сколько раз вы открывали счета дрожащими руками, спрашивая себя, как вы переживете еще один месяц? Сколько раз вы боялись, что ваша вера была слишком хрупкой, чтобы вынести тяжесть, которую ты несла? Эти моменты были реальными, и они оставили глубокий след в твоей душе. Сердца. Но они не были предназначены для того, чтобы уничтожить тебя. Они были сигналами, призывающими тебя вернуться ко мне. Позвольте мне спросить вас о чем-то еще более глубоком. Чувствовали ли вы когда-нибудь себя покинутым мной? Вы когда-нибудь задумывались, слышу ли я ваши крики? Вы когда-нибудь задумывались, урожай я обещал, что когда-нибудь доберусь до твоих рук? Дитя мое, задавать эти вопросы не грех, это свойственно человеку. Чувствовать боль – это не бунт, это свидетельство того, что твой дух жаждет избыток. Я задумал все для тебя с самого начала. Но пока ты молча отвечал на эти вопросы, я наблюдал за тобой с неизменным состраданием. Я видел каждый отчаянный момент, когда ты шептал: «Боже, пожалуйста, ты мне нужен». И ты думал, что эти шепоты растворятся в воздухе, но они вознеслись к моему престолу, словно благовоние. Подумайте, сколько людей воспользовались вашей добротой, высасывая из вас энергию, истощая ваши ресурсы, лишая вас надежды. Как часто вы отдавали, исходя из собственной пустоты, надеясь, что кто-то наконец ответит вам взаимностью, но в ответ получали молчание. Бедность – это не просто нехватка денег, это отсутствие поддержки, ободрения, уважения, взаимности. И вы пережили все эти формы бедности. А теперь позвольте мне погрузиться в вас еще глубже. Когда вы в последний раз чувствовали себя по-настоящему свободными? Когда вы в последний раз ощущали покой, не боясь, что его у вас отнимут? Когда радость в последний раз жила в вашей душе без тревожного шепчущего предчувствия, что она скоро угаснет? Можете ли вы вспомнить день, когда тяжесть ответственности не душила ваш дух? Вы так долго жили с мышлением выживания, что забыли, что значит дышать без паники. И теперь я спрашиваю вас об этом, и я хочу, чтобы вы почувствовали воздействие этого вопроса в своих костях. Если бы я поместил богатство, избыток и благословение, если бы ты сегодня держала его в руках, знала бы ты, как его принять? Или страдания научили тебя не доверять хорошему? Будь честна, дитя мое. Сколько раз в твоей жизни начинало формироваться что-то хорошее, и ты сразу же боялась, что его у тебя отнимут? Вот что бедность делает не только с кошельками, но и с умами, сердцами, судьбами. Теперь слушайте внимательно. Я покажу вам момент из моего слова, момент, который отражает ваш собственный путь больше, чем вы можете себе представить. Однажды передо мной стоял человек, сломленный, отчаявшийся, измученный. Его звали Илья, и он был на пределе своих сил. Он чувствовал себя преследуемым, подавленным, одиноким. Он молил о смерти. Представьте себе пророк, избранный, умоляющий меня лишить его жизни, потому что он больше не мог нести бремя изнеможения. И знаете, что я сделал? Я не стал его упрекать. Я не обвинял его в слабости. Вера. Я не требовала, чтобы он вставал и был сильным. Я послал ангела. Не проповедовать. Не для того, чтобы читать лекции, но кормить его. Чтобы укрепить его. Чтобы восстановить его. Потому что я знал,
что прежде чем он сможет подняться на следующую ступень своего развития судьба, ему сначала нужно было восполнить силы. Дитя мое, понимаешь? Ты был Илией в своей пустыне. Ты жаждал надежды, жаждал силы, жаждал знака, что я все еще вижу тебя. И, подобно Илии, я питаю тебя сейчас. Это послание не случайно. Это пища для души, стоящей на пороге прорыва. И я снова прошу тебя, почувствуй это в своих сердце, как долго вы ходите без сил, выживаете впустую, убеждая себя, что чудеса случаются для других, но не для вас. Я открываю эти воспоминания в тебе не для того, чтобы навредить тебе, а чтобы подготовить тебя. Потому что секрет я открою позже, тот, который связан с вашим наследованием, не может быть принят сердцем, все еще связанным с прошлой болью. Я должен обнажить рану, чтобы излить на нее исцеление. Вы достаточно долго жили в тени нужды. Вы достаточно долго носили в себе страх остаться незамеченным. Теперь ответьте на последний вопрос, прежде чем мы продолжим. Готовы ли вы отпустить боль вчерашнего дня, чтобы войти в обильный, божественный обещать завтрашнего дня? Запомните этот вопрос в своей душе, ведь ответ определит дверь которой открывается следующим. Дитя мое, теперь, когда твое сердце открыто, а боль не забыта, мы стоим на священном пороге. То, что произойдет дальше, бросит вызов твоему духу, поставит под сомнение твои убеждения и потребует мужества, потому что, вступая в избыток, благословение и богатство – это не просто вопрос получения. Это вопрос становления. Я хочу привнести в вашу жизнь перемены, но прежде чем они проявятся, я должен показать вам невидимую битву, которая формировала вашу историю. Вы вот-вот получите привилегированные знания, вид, который только те, кто отмечен для чуда и наследования, слушайте внимательно, ведь то, что я здесь открою, начнет раскрывать ключ, который откроет ваш следующий дверь. Годами вы считали, что ваши трудности обусловлены лишь обстоятельствами, невезением, неудачным временем, ограниченными возможностями. Но истина глубже. Ваши неудачи никогда не были случайными. Они были частью духовного напряжения, окружавшего вас, только судьба враг боялся того, кем ты станешь, если когда-нибудь осознаешь свою божественную сущность. Он боялся твоего возвышения. Он боялся твоего потенциала. Он боялся силы твоего вера. Поэтому он направил ваши ресурсы, зная, что бедность ослабляет мужество, крадет уверенность и душит мечты. Но он не понимал, что я позволил определенному давлению не сломать вас, а сделать из вас человека, способного вынести больше и обещать, не теряя при этом свою душу. Теперь я должен поставить перед вами моральный перекресток, не перекресток греха, а перекресток самосознания. Спросите себя, действительно ли вы хотите того, чего говорите? Многие молятся о том богатстве, но их сердце не готово к этому. Многие просят избыток, но они цепляются за привычки, которые мешают их собственному развитию. Многие жаждут продвижения, но отказываются от перемен. И поэтому я спрашиваю тебя, дитя мое, если я открою окна небесные над твоей жизнью, будешь ли ты почтить завет, что приходит с благословением? Потому что каждое благословение несет в себе ответственность. Каждое чудо требует согласованности. Любое увеличение требует зрелости. Вы стоите между двумя путями. Один ведет обратно к комфорту, привычной жизни, выживанию, где вы остаетесь тем, кем были всегда. Другой ведет в неизведанное, к росту, к развитию, к трансформации, где вам придется освободиться от старых шаблонов, старых страхов, старых убеждений, старых ран в обмен на все, что я хочу вложить в вашу жизнь. Вопрос не в том, могу ли я благословить вас. Я – творец серебра и золота, тот, кто создал галактики из ничего. Вопрос не в том, могу ли я умножить вас. Я делал это на протяжении поколений для Авраама, для Исаака, для Иакова, для Иосифа, для тех,
кто носил мой завет, нет, дитя мое. Настоящий вопрос в следующем. Позволишь ли ты мне превратить тебя в человека, способного нести избыток, не теряя меня из виду? Вот моральная дилемма, которую я ставлю перед вами. Хотите ли вы мое обеспечение без моего процесса? Вы желаете рожай, не почитая семя? Вы жаждете дверь сопротивляться ключ? Потому что ключ — это трансформация. Не ключ — это послушание. Не ключ — это доверие. Позвольте мне приоткрыть завесу еще глубже. Существует божественная стратегия, связанная с вашей жизнью. Скрытая, священная временная линия, разработанная специально для вашего восхождения. И вы ближе, чем когда-либо, к ее раскрытию. Но я должен подготовить ваш характер, прежде чем высвобождать ваше усиление. Вы не сможете выйти на новые уровни со старым мышлением. Вы не сможете нести богатство, пока вы испытываете страх. Вы не можете получить благословение, продолжая верить, что ты недостоин. Эти внутренние цепи должны быть разорваны. Подумайте об этом. Всю вашу жизнь вас учили выживать. Напрягаться. С трудом сводить концы с концами. Терпеть. Но теперь я призываю вас не выживать, а управлять. Не с трудом сводить концы с концами, а преуспевать. Не терпеть, а властвовать над территорией, которую я вам отдам. А это значит отказаться от той версии себя, которая сформирована нуждой. Вы жили с духом, который шепчет: «Я не заслуживаю большего». Но кто вам это сказал? Кто посеял эту ложь в вашем сердце? Я этого не сделал. Я создал тебя с целью, с наследием, с божественной сущностью. Ты никогда не должен был жить на дне. Ты никогда не должен был пребывать в нужде. То, что ты считал нормой, никогда не должно было стать твоим домом. Это должно было быть лишь временным периодом. И это привилегированные знания я даю вам. Вы родились в завете, в который еще полностью не вступили. Вы несете духовную родословную роста, которую вы еще не активировали. Ваша борьба была подготовкой к такому уровню изобилия, которого вы никогда раньше не видели. Да, дитя мое, именно поэтому нападения усилились. Вот почему двери закрылись. Вот почему ваша сила была проверена. Потому что грядущий прорыв требует новой идентичности. Но это поднимает вопрос, на который вы должны ответить честно. Готовы ли вы отказаться от того, кем вам пришлось стать в режиме выживания? Потому что эта версия тебя не может унаследовать то, что я готовлю. Вам необходимо избавиться от убеждения, что деньги – это зло. Вам необходимо избавиться от привычки ожидать разочарования. Вы должны выработать рефлекс, чтобы подготовиться к неудаче, даже если успех уже не за горами. Вы должны избавиться от страха, что изобилие вас развратит. Когда я благословляю своих детей, я благословляю их с целью. Каждое чудо имеет свою миссию. Каждое приумножение имеет свое предназначение. Деньги в руках праведников становятся инструментом преображения. И именно поэтому я выбираю вас. Но слушайте меня внимательно. Далее в этом сообщении будет момент, когда я открою вам секрет, это полностью изменит ваши отношения с обеспечением. Это духовный закон, сокрытый в моем слове, принцип царского богатства, часто игнорируемый, но чрезвычайно мощный. Он не только откроет дверь, это закрепит ваш будущий рожай. Вот почему ты должен оставаться до самого конца. Прежде чем мы достигнем этого откровения, я должен показать вам, что должно измениться в вашей жизни. Препятствие не внешнее, а внутреннее. Модель мышления, сформированные дефицитом. Эмоциональные реакции, сформированные страхом. Убеждения,
сформированные прошлыми травмами. С этим нужно бороться не потому, что я хочу обременять вас самоанализом, а потому, что я хочу освободить вас и дать вам цель. Итак, дитя мое, я спрашиваю тебя сейчас, готовы ли вы отказаться от выживания и принять ответственное управление? Готовы ли вы обменять страх на веру? Готовы ли вы примерить на себя роль, которая всегда была вашей? Готовы ли вы ходить в полноте своего божественного обещать? Путь впереди светлый, изобильный и святой. Но ступить на него могут лишь те, кто готов преобразиться. Оставайтесь рядом. Секрет приближается. И как только это откроется, ваша жизнь уже никогда не будет прежней. Дитя мое, теперь, когда я подготовил твой дух и открыл твое понимание, ты стоишь на пороге божественного откровения. То, что я высвобождаю в этой части, начнет менять атмосферу вокруг тебя. Судьба, потому что вы, наконец, готовы принять благословение, которое ждал тебя. Ты прошел через боль, через самоконфронтацию, через вопросы, которые пронзали тебя. Сердце, и теперь вы стоите очищенными, пробужденными и настроенными на приближающееся изобилие. Но прежде чем наступит полнота, мне нужно, чтобы вы активно участвовали в том, что я делаю. Мне нужно, чтобы вы откликнулись. Мне нужно, чтобы вы выразили свое согласие. Мне нужно, чтобы вы оставили комментарий ниже не как обычное действие, а как пророческий сигнал о том, что вы вступаете в чудо, подготовленное к вашей жизни. Годами вы чувствовали, что ваш голос тих, незаметен, тонет в шуме мира. Но сегодня ваш голос имеет вес в духовном мире. То, что вы говорите, становится семенем. То, что вы пишете, становится заветом. То, что вы провозглашаете, становится соответствием. Поэтому послушайте меня сейчас. Я хочу, чтобы вы прокомментировали что-то сильное, что-то, что символизирует вашу веру, вашу готовность, ваше принятие изобилия, богатства и преображения, которые я высвобождаю. Это может быть что-то простое, например, «я принимаю», или «я принимаю благословение», или «это мой сезон жатвы». Что бы ни возникло в вашем духе, запишите это, потому что ваши слова станут первым публичным шагом к вашей новой личности. В этом моменте есть что-то святое. Я протягиваю тебе руку и вдыхаю жизнь во все, что казалось мертвым. Ты так долго верил, что тебя забыли, что твой урожай был задержан, что ваше наследование было потеряно, но теперь небеса меняются в вашем направлении. Вы вступаете в сверхъестественный ритм, где изобилие течет, двери открываются, а возможности совпадают с божественной точностью. То, что когда-то сопротивлялось вам, сдастся. То, что когда-то угнетало вас, сломается. То, что когда-то вас игнорировало, будет искать вас. Вы движетесь от нужды к изобилию, от борьбы к силе, от пустыни к обещанию. Но прежде чем я изолью на вас всю полноту этого благословения, я хочу, чтобы вы поразмышляли о том, что происходит в вашем духе. Чувствуете ли вы волнение? Чувствуете ли вы, как тепло нарастает в вашей груди, как тихая уверенность шепчет в вашей душе, что пробуждается нечто священное? Это чувство не плод воображения. Это подтверждение. Это мое присутствие приближается, направляя вашу жизнь в соответствии с образом победы, который я замыслил от начала времен. Вам не суждено быть в нужде. Вам суждено быть в избытке. Вы не призваны оставаться сломленными. Вы призваны идти путем исцеления, преображения и божественной идентичности. И поэтому я снова спрашиваю вас, заявите ли вы о своей вере публично? Напишите ли вы свое согласие в комментариях, проявив духовное мужество? Поймите, что, комментируя, вы нарушаете молчание, навязанное вам бедностью. Вы отвергаете ложь о том, что вы должны страдать тихо. Вы заявляете,
что больше не жертва обстоятельств, а сосуд божественного изобилия. Позвольте мне показать вам, что происходит в невидимом мире прямо сейчас. Ангелы направляются к вам. Вокруг вас формируются стратегии. Ресурсы перераспределяются. Люди, которые раньше вас не замечали, начнут вас замечать. Возможности, ускользнувшие от вас, вернутся умноженные. Возможно, вы пока этого не видите, но перемены уже происходят. Когда вы напишете свое заявление ниже, оно станет печатью духовного владения приближающимся благословением. Дитя мое, я достаточно долго за тобой наблюдал. Я видел ночи, когда ты сердце я страдал под давлением. Я видел моменты, когда ты сомневался, помню ли я твое имя. Я был свидетелем твоей стойкости, даже когда ты чувствовал себя слабым, твоего мужества, даже когда ты был сломлен, твоей веры, даже когда ты чувствовал себя опустошенным. И теперь, поскольку ты оставался верным даже во тьме, я освещаю твой путь. Я ослабляю цепи, сковывающие твою семью поколениями. Я разрушаю шаблоны, которые когда-то ограничивали твоих родителей и бабушек с дедушками. Ты не продолжишь их циклы, ты перепишешь их. Вот почему я прошу вас прокомментировать. Не ради платформы, не ради видимости, а потому, что в участии есть сила. В согласии есть сила. В выборе откликнуться на божественное приглашение есть сила. Каждое написанное вами слово становится семенем, посаженным в священную почву. И я говорю вам это с вечной уверенностью: каждое семя, посаженное с верой, дает плоды к урожай. Вы вступаете в сезон, где вас ждет неожиданная удача. Не из-за удачи, не из-за совпадения, а потому, что вы идете под божественным покровительством Завет. Завтра вы можете открыть глаза, и что-то едва заметное изменится. Послание. Возможность. Прорыв, замаскированный под небольшое событие. И с течением дней эти небольшие изменения превратятся в неоспоримые знаки того, что я опередил вас. Но каждое благословение налагает ответственность. Я хочу, чтобы вы помнили, кем вы становитесь. Богатство без мудрости может быть разрушительным. Изобилие без смирения может быть опасным. Вот почему я не просто благословляю вас, я преображаю вас. Я готовлю ваши сердца справляться с ростом, не теряя сострадания. Я учу ваш дух расти без высокомерия. Я формирую ваш характер так, чтобы чудо-то, что вы получаете, становится свидетельством, а не искушением. Дитя мое, ты стоишь на пороге прорыва, о котором молились поколения до тебя, но так и не увидели. Ты вступаешь в реку божественного провидения, уготованную для твоего имени, твоего предназначения, твоего будущего. Но мне нужно твое согласие. Мне нужен твой голос. Мне нужно твое заявление. Не потому, что оно нужно мне, а потому, что оно нужно тебе. Твой комментарий становится отголоском твоей веры, знаком твоей готовности, духовной подписью, которая скрепляет то, что я собираюсь выпустить. Итак, слушайте меня ясно, прокомментируйте сейчас заявление, которое ваш дух призывает вас произнести. Пусть небеса станут свидетелями вашей веры. Пусть невидимый мир услышит ваш голос. Пусть в ваше сердце вы пустите слова, которые сопоставляют вас с вашим судьбой. Вы преодолели боль, вопросы, самоанализ. Теперь выразите свое принятие изобилия, богатства, благословения и преображения, которые уже на подходе. Пишите смело. Пишите с верой. Пишите как первый шаг в будущее, наполненное божественным урожай. Ваше чудо откликается на ваш голос. Дитя мое, войди я в священную тишину. В этот момент все начинает выравниваться: твое сердце, твой вера,
твоя судьба и божественное обещание шептал тебе задолго до того, как ты столкнулся с бурями, которые сформировали тебя. Ты прошел долины лишений, столкнулся с тяжестью прошлых ран, взглянул прямо на тени, пытавшиеся связать твое будущее. И теперь, когда ты стоишь на пороге преображения, тебе пора принять мое слово как живую силу. Не как поэзию, не как символизм, но как вечный завет, который я завещаю твоей жизни. Подготовьте свой дух. Для молитвата, что вы сейчас получите, это не просто молитва, это указ. Это прорыв. Это активация. Я ключа намекнул на это, когда показал вам момент истощения Илии. Я сказал вам тогда, что я напитал его, прежде чем послал, укрепил его, прежде чем использовал, восстановил его, прежде чем возвысил. И теперь, в этот священный момент, я сделаю то же самое для вас. Это завершение установки, которую я заложил ранее в вашем путешествии. Это момент, когда скрытый секрет становится откровением, а откровение становится наследством. Поэтому слушайте всей полнотой своего существа, как я говорю эти слова над вашими дух. «Дитя мое, подними глаза, ибо я Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог, умножающий, восстанавливающий, извлекающий изобилие из пустынь. Я Бог, наполнивший Иосифа мудростью и поставивший его над богатствами народов. Я Бог, повелевший воронам кормить Илию, превративший последний кувшин масла вдовы в изобилие пищи, изведший воду из камня, открывший море, разбивший цепи в полночь, превративший рыбаков в вождей и вернувший мертвых к жизни. Вы находитесь под тем же заветом. Поэтому я молюсь за тебя сейчас не как за далекую надежду, а как за божественную истину. Отче, я стою перед тобой, как тот, кто соткал судьбу этого ребенка еще до сотворения мира. Я провозглашаю, что всякая цепь нужды, когда-то опутывавшая его душу, будет разорвана силой твоего слова. Ибо твое слово провозглашает во Второзаконии 8 часов 18 минут, что именно ты даешь силу производить богатство, чтобы утвердить твой завет. Излей в этого ребенка мудрость, благодать и силу, чтобы нести эту силу со святостью. Дитя мое, прими эту истину, ты не призван нуждаться. Ты не призван просить милостыню. Ты не призван бояться завтрашнего дня. Ты призван жить в Божьем обеспечении. И поэтому я произношу Псалом 23 о твоей жизни со свежестью. Господь, пастырь твой, ты не будешь нуждаться. Ты не будешь нуждаться ни в деньгах, ни в возможностях, ни в ясности, ни в руководстве, ни в поддержке, ни в мире. Пастырь, который переворачивает небо и землю ради своего стада, движется сейчас ради тебя. Но теперь я говорю еще глубже, в скрытые раны, которые ты молча носил годами. Я говорю о духе страха, маскирующемся под смирение. Я говорю о духе нищеты, маскирующемся под нормальность. Я говорю о каждой лжи, которая убедила тебя в том, что ты недостоин приумножения. Эта ложь теперь разбита истиной из Исаии 61 о том, что я пришел дать красоту вместо пепла, елей радости вместо плача и одежды славы вместо духов уныния. Дитя, твой пепел не определит тебя. Твой траур не ограничит тебя. Твоя тяжесть не заключит тебя в тюрьму. Ты вступаешь в период сверхъестественного преображения. Отец, я провозглашаю в жизни этого ребенка то, что сказано Филиппийцам 4 часа 19 минут. Ты восполнишь все нужды его по богатству твоему в славе. Не по его труду, не по его прошлому, не по его возможностям, не по его ограничениям, но по твоему богатству. Твоему бесконечному, нетронутому, вечному богатству. Теперь, дитя мое, услышь меня ясно. Преображение, происходящее в твоей жизни, требует соответствия моей истине. Поэтому прими это соответствие через молитву. Я разрушаю мышление, ожидающее потерь. Я избавляюсь от привычки ожидать разочарований.
Я перестаю сжиматься, когда появляется возможность. Я разрушаю все стереотипы, существовавшие в прошлом, которые считали нехватку нормой. Я прерываю глубокий внутренний голос, который шепчет: «Это слишком хорошо, чтобы быть правдой». Ты создан не для страха. Ты создан для владычества. Отец, я говорю об этом ребенке, как в книге Иисуса Навина 1:9: «Будь твердым и мужественным». Ты иди перед ними. Ты стоишь рядом с ними. Ты остаешься позади них. Ты не оставишь их и не покинешь их. Укрепи их мужество, чтобы они смогли пройти через дверь вы открываетесь. Дайте им проницательность, чтобы распознать, когда чудо уже совершается. Дайте им мудрость, чтобы удерживать наследование, не позволяя врагу исказить его. Дай им обновленный разум, который будет видеть богатство не как бремя, а как инструмент. Дитя мое, я обращаюсь к корням твоей личности. Ты не ошибка. Ты не проклят. Ты не забыт. Ты не неудачник. Ты сосуд божественного замысла. И каждое место, где твоя личность была повреждена отвержением, бедностью, сравнением или стыдом, эти места сейчас восстанавливаются. Услышь истину из Иеремии 29:11. «Я знаю намерения, которые имею для тебя, намерение дать тебе процветание, а не вредить тебе, намерение дать тебе надежду и будущее». Процветание не грех. Ты был создан для него. Надежда не глупа. Ты был создан, чтобы нести ее. Твое будущее не пусто. Оно переполнено благословением. Теперь я притягиваю тебя к более глубокой близости со мной, к месту, где обеспечение – это не просто событие, а отношение. Именно здесь начинается настоящая трансформация. Секрет изобилия не в борьбе, а в согласии. Не в страхе, а в вере. Не в самонадеянности, а в завете. Отец, научи этого ребенка жить в ритме обеспечения. Научи его слышать твой голос в финансовых решениях. Научи его распознавать возможности как божественные предписания. Научи его двигаться, когда ты говоришь «двигайся», ждать, когда ты говоришь «жди», сеять, когда ты говоришь «сеять», получать, когда ты говоришь «получить». Пусть их сердце станет плодородной почвой для каждого посланного тобой урожая. Дитя мое, я говорю о твоем будущем. Твои финансы больше не будут источником беспокойства, но свидетельством моей верности. Твой банковский счет больше не будет отражением ран прошлого, а будет отражать изобилие твоей личности. Твои возможности расширятся. Твои ресурсы умножатся. Твои шаги будут упорядочены. Придут нужные люди. Откроются нужные двери. Наступит нужное время. Отец, я изливаю на них благословение из притчи 10 часов 22 минуты. Благословение Господа обогащает и печали с собою не приносит. Это умножение не принесет хаоса. Оно не принесет страха. Оно не принесет бремени. Оно принесет свободу. Оно принесет восстановление. Оно принесет радость. И теперь, дитя мое, позволь мне раскрыть исполнение обещания, на которое я намекнул ранее, тайну, которую я приберег для этого святого момента. Изобилие достигается не погоней за богатством, а погоней за мной. Ибо когда вы ходите в завете, богатство будет преследовать вас. Вот почему Илия был накормлен перед тем, как был послан, потому что я хотел, чтобы он знал, что пропитание преследует избранных. Провизия тоже будет вас преследовать. Теперь примите эту молитву запечатывания. Отец, я запечатываю каждое сказанное слово. Я запечатываю каждое обещание. Я запечатываю каждое преображение. Я запечатываю их судьбу, их изобилие, их личность, их предназначение, их урожай.
Ни одно оружие, созданное против них, не будет успешно. Ни одно препятствие не устоит перед твоей волей. Никакая ложь не помешает их прогрессу. Дитя мое, я вселяю мир в твою грудь, тепло в твою душу, ясность в твой разум, силу в твои кости, ожидание в твое сердце, веру в твое будущее. Ты поднимешься. Вы будете процветать. Вы победите. Ты выйдешь в дверь, которую я открою. Ты будешь держать ключ, который я вложил в твои руки. Вы увидите чудо, которое я создал специально для вас. Это ваш завет. Это ваше обещание. Это ваше преображение. Получите его сейчас. Дитя мое, теперь, когда ты прошла со мной через все уровни откровения, исцеления, противостояния и благословения, ты стоишь у конца этого послания, но не у конца своего преображения. То, что начало раскрываться в твоем сердце это путешествие, лишь начало гораздо более масштабного процесса, который продолжит формировать вашу жизнь еще долго после того, как последние слова этого послания исчезнут с экрана. Вы вступили на новый духовный уровень. Вы соединились с Божественным Завет, и ваш дух пробудился к истине, что вам всегда было предназначено расти, процветать и ходить в сверхъестественном избыток. Сейчас, когда вы дышите, что-то внутри вас ощущается по-другому. Легче, сильнее, увереннее. Это не воображение, это результат того, что ваша душа приняла истину. Тяжесть, которую вы так долго несли, начала отступать. Смятение, которое мешало вам принимать решения, начало растворяться. Страх, который когда-то сковывал вас, теряет свою силу. Вы уже не тот человек, с которого начиналось это видео. Вы переступили порог, и дверь вперед вами открывается, потому что вы теперь несете ключ понимания, который я передал в ваши руки. Но прежде чем я отпущу вас в поток того, что последует дальше, я хочу, чтобы вы остановились и осознали нечто важное. Вы выбрали остаться. Вы выбрали слушать. Вы выбрали оставаться присутствующими в каждом слове, и одно это действие уже является заявлением «Вера многие начинают, но немногие заканчивают». Ты закончил. А те, кто заканчивает, наследуют полноту благословения. Теперь я прошу вас о чем-то простом, но важном. Прежде чем вы покинете это священное место, я хочу, чтобы вы еще раз высказались. Не по рутине, не из чувства долга, а как продолжение завета, который вы только что заключили. Пусть ваш комментарий станет печатью. Объявите, что вы вступаете в свое чудо, в ваш урожай, в свою трансформацию. Напишите что-нибудь, что запечатлеет этот момент, чтобы ваше будущее «я» могло оглянуться назад и сказать: «Это был день, когда все изменилось». Ваш комментарий станет свидетельством не только для вас, но и для других, кто прочтет его и почувствует, как в их душе поднимается надежда. Но не останавливайтесь на достигнутом. Я хочу, чтобы вы тоже подписались, потому что то, что началось сегодня, не должно быть разовым опытом. Вы вступаете в путешествие непрерывного откровения, непрерывного роста, непрерывного пробуждения. Каждое последующее послание будет опираться на заложенный здесь фундамент. Оно укрепит вас, возвысит и расширит ваше понимание того, что значит ходить в божественном богатства, духовная идентичность и сверхъестественное дарование. Подписка – это не просто цифровое действие, это ваш выбор оставаться на связи с потоком благословений и наставлений, которые я передаю через этот канал. В следующем сообщении я поделюсь с вами истинами, которые вы не сможете пропустить. Истины о поддержании роста, защите ваших наследований, ходить с властью над бурями, которые попытаются вернуться. Вам понадобятся эти следующие откровения,
потому что изобилием нужно управлять, а не просто получать. И я научу вас нести свое благословение со зрелостью, радостью и мудростью. Приближаясь к последним мгновениям этого послания, почувствуйте мое присутствие, окружающее вас. Почувствуйте, как тепло божественной уверенности наполняет ваш дух. Вы уходите не с пустыми руками. Вы уходите с духовным изменением, которое проявится в ваших разговорах, решениях, отношениях, финансах и мечтах. Вы уходите с обновленной личностью, сформированной не страхом, а верой, не нехваткой, а обещанием, не выживанием, а расширением. Позвольте мне оставить вас с этой истиной. Вас видят, вас знают, вас избирают. Ничто в вашей жизни не случайно. Ничто не пропадает зря. Каждый шаг, каждое испытание, каждая слеза привели вас сюда, к вашей божественной судьбе. И теперь небеса склоняются к вам. Сверхъестественное движется на вашей стороне. Семена, посеянные вами в тишине, готовятся прорасти. Двери, которых вы когда-то боялись, распахнутся. Рост, которого вы считали недостойным, приходит с целью чудота, о чем вы молились, уже происходит. Так что комментируйте сейчас, дитя мое. Запечатлейте свою веру словами. И подпишитесь, чтобы оставаться на связи с потоком откровений, которые я буду продолжать высвобождать, не только чтобы вдохновлять вас, но и чтобы направлять, укреплять и готовить к следующему этапу вашей трансформации. Вы сделали первый шаг. Ваш путь к изобилию начался. Твое благословение возрастает. И я встречу вас в следующем сообщении, готовый пройти рядом с вами через следующий этап вашего божественного пути. Урожай. Идите с миром, силой и ожиданием. Не дверье открыто. Не ключи в твоих руках. Твой